Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы находимся в Болгарии, в городе Варна. В Болгарии мы живем почти 10 лет. Болгария одна из тех стран, которая практически подходит всем. Мягкий климат, свежие фрукты и овощи практически круглый год привлекают туристов. Но, если вы решили жить в Болгарии, какой город выбрать? В этом выпуске топ-5 лучших городов для жизни в Болгарии. Вы узнаете, где комфортнее всего жить, где проще найти работу, где дешевле или дороже, а также я поделюсь своими рекомендациями для каждого города из рейтинга. Во-первых, это видео будет полезно для тех, кто собирается на ПМЖ в Болгарию, и во-вторых, тем, кто думает сменить место жительства, но еще не определился с выбором. Итак, начнем. 5 место. Банска. Это самый маленький город из нашего рейтинга с населением всего 12 тысяч человек. Хотя в лыжный сезон количество жителей увеличивается в разы. Банска – интернациональное общество. Здесь много постоянных жителей иностранцев. Климат континентальный, с не очень холодными зимами и не очень жарким летом. Высота над уровнем моря около километра. Плюс в Банска вас ждет красивая природа с горными пейзажами. Здесь самый размеренный и спокойный ритм жизни из всех городов из рейтинга. Самая лучшая экология, например, местные жители отмечают в Банска очень чистую, даже полезную воду из-под крана. Практически нет автомобильных пробок, кроме времени зимних праздников. В Банска были самые низкие цены на недвижимость. Новую квартиру можно было купить менее чем за 10 тысяч евро. Но ситуация стремительно меняется, и сейчас цены на аренду и на покупку недвижимости уже не в лидерах. Минус. В Банска нет моря, но есть бассейны с минеральной водой, а до Эгейского моря в Греции 2 часа езды на автомобиле. Еще проблема с работой. Найти ее, конечно, возможно, но сделать это будет тяжелее среди всех городов из списка. Город маленький, поэтому выбор резко ограничен, особенно не в лыжный сезон, который обычно длится с середины декабря до середины апреля и зависит от погоды. Также размеры зарплаты самые низкие из всех городов списка. Еще в Банска, возможно, некоторым людям будет банально скучно. Поэтому Банска отлично подойдет пенсионерам с хорошим здоровьем, фрилансерам и людям, уже имеющим свой доход. 4 место. Пловдив. Население почти 400 тысяч человек. Плюс. Пловдив – это отличная альтернатива Банска. Этот город называют культурной столицей Болгарии. Множество достопримечательностей, музеев и театров. Одним словом, все для любителей культурного отдыха. Город располагает большим выбором жилья в аренду и активно строится новое. Также с работой здесь уже получше, чем Банска. Город большой, работает промышленность и возможностей заработка больше. Минус. В Пловдиве нет моря, но расположение города таково, что до Черного моря 2,5 часа, до Эгейского 3 часа езды на автомобиле. Город плотно застроен, поэтому наблюдается острая проблема с парковками, особенно в центре города, и летом часто бывает жарко. Пловдив подойдет пенсионерам, особенно тем, которым важен культурный отдых, фрилансерам и людям, уже имеющим свой доход, а также людям, которые пока не имеют дохода, но ищут возможности заработка. 3 место. Бургас. Население около 300 тысяч человек. Климат влажный, субтропический, с мягкими, как правило, бесснежными зимами и не жарким летом. Плюс. Бургас более популярен среди русскоязычного населения, чем предыдущие города. Город имеет сравнительно новую инфраструктуру. Есть море, соляные озера и большой морской парк. Предложение жилья в аренду есть. Цены на недвижимость выше, чем в предыдущих городах. Минус. Главный минус города – это нефтеперерабатывающий завод «Лукойл». Официально вреда от него нет, и завод расположен не в самом городе, а за городом, но многие горожане имеют противоположное мнение. Если бы не «Лукойл», то город можно было бы уверенно поставить на 1 место. Поэтому Бургас посоветуем фрилансерам и людям, уже имеющим свой доход. Бургас, кстати, часто выбирают и пенсионеры, особенно те, которым важно наличие моря рядом. 2 место. Варна. Население 350 тысяч человек. В сезон доходит до 1 миллиона. Плюс.
Морская столица Болгарии. Мягкий климат, часто с бесснежными зимами и теплым летом. Варна, наверное, самая популярная среди русскоязычного населения. Инфраструктура не совсем в хорошем состоянии, но сейчас реконструируют многие улицы и кладут тротуарную плитку. Есть море, самый большой морской парк в Болгарии. Предложения жилья в аренду есть, и их много, но и огромен спрос. Хорошие варианты уходят быстро. Цены на недвижимость растут, хотя строится очень много жилья. Еще отличием от предыдущих городов является наличие аэропорта с регулярными рейсами, который реально работает круглый год. Нередко можно купить билет за 20 евро и полететь в какой-нибудь город в Европе. Минусы этого города – острый дефицит парковок в центре и постоянное увеличение количества автотранспорта, так как Варна является одним из немногих городов Болгарии с растущим населением. Поэтому Варна подойдет пенсионерам, особенно тем, которым важно море, культурный отдых, фрилансерам и людям, уже имеющим свой доход. Первое место. Столица Болгарии София. Население почти 1 миллион 400 тысяч человек. Климат континентальный, и зимы здесь со снегом, и лето не жаркое. Плюс огромный выбор жилья, но и жилье это будет по максимальным ценам в Болгарии, как в аренду, так и для покупки. Главный плюс, из-за которого, как правило, выбирают Софию, банален. Это самая высокая заработная плата из всех городов рейтинга и больше всего возможностей для самореализации и карьеры. Из минусов Софии здесь выше вероятность землетрясения. Моря нет, но можно добраться на автомобиле до Эгейского моря в Греции за 3 часа. Город расположен на высотах над уровнем моря более полукилометра, поэтому здесь прохладнее и зимой, и летом. Также присутствует загрязнение воздуха и автомобильные пробки по сравнению с предыдущими городами. Поэтому София в самую первую очередь подойдет людям, которые пока не имеют дохода, но ищут возможности заработать и карьеры, а также фрилансерам и людям, уже имеющим свой доход, которые любят мегаполисы и соответствующий ритм жизни. На нашем канале есть отдельные, более подробные видео о каждом городе из этого рейтинга. В заключение хочу сказать, что право на работу в Болгарии имеют не все мигранты. Так, например, если основанием для ВНЖ является представительство или пенсионер, то официально работать в Болгарии нельзя. Также следует иметь в виду, что зарплата в Болгарии самая низкая в Евросоюзе. Я надеюсь, мое видео было для вас полезным. Я благодарна вам, что вы до конца досмотрели мое видео. Пожалуйста, напишите ваш вариант лучшего города для жизни в Болгарии и почему вы так считаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!